Россия, земля великих, все в тебе необычно. Патриоты твоих просторов, сердцем полным любови. Друзья, всем привет! Кто интересовался здоровьем Алексея, у него все в порядке. Мы прошли полное обследование. Он лежал с Юрой в государственной областной больнице. Слава богу, ничего не выявили после разных диагностик, и его отпустили домой. Так что он уже ходит в садик, довольный, и чувствует себя отлично. Спасибо большое. Кирилл у нас познал лопату помимо пылесоса. Кирюша. Ну давай чисть, сибирячок. Давай вместе. Чик-чик-чик. Ну, как тебе лопатка? О, так. Ты какой сильный. Смотрю на небо, облака. Твой простор вдохновляет жить. Мой дом, моя земля, Россия. Твои просторы, словно стих, города, деревни и реки сдавна. Ты будешь в сердце всегда. Россия, земля великих, все в тебе необычно. Патриоты твоих просторов, сердцем полным любовью. Славься, Родина, светлая, с природой красивой и нежной. Твои леса и реки яркие, в сердце твое тепло. Ну, первым делом, конечно же, заправляю камин, разжигаю его. Дома и так тепло, но другое тепло идет от него, конечно. И добрый вечер всем. Вот я сегодня приехал на стройку, выбрался. Здесь на данный момент они закончили, рабочие наши. Ну, осталось еще за швы забить. Ну, мы называем зафуговать, фугу заделать. Так это сейчас все выглядит. Там сверху оставили мы 7 сантиметров. Это для... Ну, чтобы керамогранит не сверлить, туда будем сверлиться. Это еще надо будет ротбандом или клеем выровнять наравне с керамогранитом. И туда уже придет натяжной потолок. Здесь тоже уже закончили. Прачечная. Ну вот так вот потихоньку продвигаемся дальше. Стены тоже уже шлифанули они. Молодцы, бригада работает хорошо. Вдвоем, а много чего успевает. Вот это материал, который заказали. По-моему, я немножко переборщил с шпаклевкой. Стены вроде гладкие. Они сначала так смотрели, что не очень. А шлифанули вроде нормально. Не надо большой слой. Так, и вот маленький санузел. Вот маленький санузел. Тоже почти готов. Это душевая. Здесь будет раковина. Вот остался вот этот кусочек. Здесь они сняли, я зашивал 2 слоя гипсом. Они вот сняли, потому что здесь придет уже стекло вот по этому шву.
И между швом и вот этим придет тумбочка, которую уже тоже заказали, и она метровая. И вот пришлось снять здесь вот гипс, чтобы немножко сдвинуть, а то так не попадали. Ну, может быть, чуть-чуть поторопились с тумбочкой, ну, а может это тоже ничего страшного. Ну, а я здесь тоже сегодня кое-что сделал. Ну, я еще остаюсь, еще не уезжаю. Тоже буду дальше немножко шевелиться, а то много упустили. Вот, прикрутил вот этот негорющий материал. Здесь, да, пришлось так повозиться. Все щели забил таким битумом. Когда он нагреется, он все щели закроет, растекется и застынет, будет твердый. Сейчас покажу, как это сверху сделал. Сверху вот на такие профили прикрутил. Все, в принципе, сейчас еще укрепить каркас и начать вставлять вот такую стекловату с фольгой. И все. Как это все закончится, можно уже зашивать. В принципе, делов-то. Все-таки решил я прорезать здесь и выдолбить там 1,5 сантиметра стяжки, чтобы поставить хорошо керамогранит. И все на этом, в принципе. У нас сегодня на обед картошечка вот такая запеченная, брокколи и грузди со сметанкой, с укропчиком. Вилочкой накалывай. Хоп. Давай. Молодец. Молодец, Кирюша. Давай мяско. Давай мяско. Вот так попал. Бери. Надо жевать. Мы сейчас приехали в Гилевскую рощу. У нас шикарная погода, +1, может быть больше, потому что тает все. Все гуляют. Ну, парковки еще здесь есть. Одни приезжают, другие уезжают. Не на лыжах катаются. Так интересно. Специальная дорожка там у них. Березы, как всегда, шикарные. Все сезонно шикарные. Там площадка открытая, большая. Я уже неоднократно снимала Гилевку. Да, здесь есть вот эти будки перекусить. Я туда лично приезжаю за соснами и за березами. Вот. Сегодня очень много народу. Уже снег так подтаял хорошо, прям заметно. Сейчас пойдем на большую площадку сходим. Аделина покатается там. Потом попробую на маленькую самую. Там есть для малышей с Кириллом. Пошли, Аделин. Там музыка играет. Весело, как всегда. А здесь еще, оказывается, есть каток. Вон там. Прикольно так. Маленький такой уютный каток. Вот площадки, горки, еще катаются вполне. Аделина будет сейчас на вот это ехать. Солнышко светит, не знаю, видно или нет. Кирилла разверну. Ну, классно здесь. Чик. И каток вот там сразу катается. Классно.
Решила с большой горки прокатиться. Она вот аж сюда идет. В поле широка, я иду, вдыхая аромат весны, а Россия родная великая. Твои просторы, как мечты, налево леса, направо вершины, здесь сердце мое навсегда. Россия, земля великих, все в тебе необычно. Патриоты твоих просторов, сердцем полным. Классно. Здесь длинная, да, горка, Аделин? Еще? Еще пойдешь? А? Нет? Ну иди, иди. Было страшно? Ну пойдем на какую дальше? Ну иди сходи, потому что потом Кирилл, когда не захочет сидеть, мы пойдем на маленькую площадку, там, где качелька. Беги. Здравствуйте, молодой человек, как бы сказал Леша сейчас. И здравствуйте. И то свесу наяривает, это свесу наяривает. Мы вот вышли немножко свежим воздухом подышать, и чтобы Аделиночка немножко тоже развеялась, тоже болела, чтобы немножко это, как сказать, пришла в себя, потихоньку отвлеклась, да. Но она ничего, уже давно не температурит, в принципе. А у нас такая красота вокруг просто вообще. Все. Аделина покаталась, ушло, солнышко уже садится. Сейчас пойдем Кирилла покатаем на качельках. Мороженое можно поесть. Кто хочет в холод кушать. Кирюша. Первый раз на качельке Кирюша качается, да? Какая качелька хорошая, сама качается. Каким-то образом. Аделина там где-то сзади вон раскачивается. Солнышко уже садится. Но все равно тепло уже прям значительно тепло. Так. И тебя кого-то сфоткает. Дай мама сфоткает. И дай мама сфоткает. Кирюша, сейчас я кого-то поймаю. Ой, Кирюша, молодец. Давай, качайся сам, качайся. Ой, ой, не упади. Давай, раскачивайся. Раскачивайся. Ой, я боюсь, боюсь. Молодец. Все, мы нагулялись. Солнышко село, стало сразу прохладно. Не хочу долго так с Кириллом на улице, чтобы не замерз. Едем сейчас домой, что-нибудь с Аделиной приготовим вкусненькое, да, дочь? Понравилось тебе? Да. Да? Ну, видишь, ты сопротивлялась. Можно яблочко? Да. Можно. Быстрее бежим. Куда? Не, быстро не могу. Не могу быстро бежать. Потому что коляска. Вон, видишь, на лыжах, смотри, катаются, Аделина. А где мы тогда возьмем лыжи? Ну, там можно на прокат брать. Мы потом, когда вы подрастете, тоже будете ездить. Да. Давай. Идешь? Идем. Видишь, как солнце красиво падает, закат на березке. Добрый день всем. Вот хотел вам показать второй санузел. Тоже закончили. Ну здесь еще, конечно, все размазано. Сейчас сделаю затирку. Так тоже красиво это все вырезали. С уклонами. Вот сейчас все помоется и будет красота. Здесь
котельной тоже уже сегодня выложили пол. Также все с уклонами. Вон там вот трап стоит. На всякий случай. Ну а я сейчас занялся вот только дальше камином. Проклеиваю его, прокручиваю. Так вот, внутри он выглядит. Не должно быть никакой дырочки. Поэтому все проклеивается. Ну вот вчера возникли некоторые вопросы по поводу камина, почему я так именно утепляю. Отсекаю теплый воздух. Вот, хочу вот немножко прояснить, что вот эта вот верхняя труба, она идет внутри утепленная. От нее не исходит тепло, она тепло не выделяет. Поэтому я могу свободно здесь полностью закрыть. Это как идет просто от безопасности. Все, я ее закрываю, а там даже тепло не будет. От этой трубы будет исходить тепло. Я, естественно, также это все закрою. И плюс вырежу здесь две большие вентиляционные решетки. И одну решетку вырежу еще снизу, под камином, чтобы был приток воздуха. И тем самым, который здесь воздух будет тепло собираться, он будет выходить через решетку. И ну, никаких теплопотерь как бы нет. Ну вот такой вот план. Да, можно было это все с кирпича выложить, но это дорого. И я этого делать не умею. Да и в принципе и так камин, мне кажется, чересчур мощный. У него 14 киловатт. От него самого сильно идет тепло. Нам этого хватит. Вот, ребята, шпаклюет. Это новый вид шпаклевки. Делают ее жидкую и наносят на стену валиком. Потом большим правилом разглаживают. Очень интересно. Надо будет попробовать. Вот, короче, за раз 2 квадрата можно зацепить. Интересно.